В один из августовских дней 2005 года Алекс, владелец фермерского ресторана, отправился в горы ловить кроликов для своего бизнеса. Однако с ним произошло нечто неожиданное. Прогуливаясь по лесу ранним утром, он почувствовал легкий холод. Именно тогда, вдалеке в траве, он услышал звуки. С тихим поскуливанием из травы показалась голова воленка. Алекс увидел, что волчонок был совсем небольшим, поэтому осмелился раздвинуть траву вокруг него. Он обнаружил, что малыш сильно истекает кровью, а по всему его телу были видны следы укусов других животных. Алекс понял, что волчонок ранен настолько серьезно, что без медицинской помощи он может вскоре погибнуть. Поэтому он осторожно взял его на руки и спустился с горы. Добравшись до дома, Алекс взял кусок ткани, расстелил его на полу и положил на него волчонка. Затем он пошел в комнату и достал аптечку. Взяв марлю, он осторожно протер раны малыша, а его отец помог перебинтовать волчонка. Алекс спросил отца, чем кормить волчонка. Тот нетерпеливо ответил, что волки определенно едят мясо и предпочитают курицу. Алексу стало жаль малыша, и он тут же вышел во двор. Вернувшись через некоторое время, он сказал отцу, что хочет, чтобы тот взял волчонка. Алекс объяснил, что у них много кур, поэтому он забил одну, чтобы накормить своего подопечного. Они положили курицу рядом с волчонком, и через некоторое время тот медленно съел тушку. Под заботливым присмотром Алекса раны волчонка постепенно зажили, и он сильно подрос. Каждый раз, когда Алекс кормил его, волчонок прижимался к нему, словно к родному. Хотя малыш был очень послушным, Алекс, помня о природе волка, часто брал его в горы и тренировал его охотничьи навыки, чтобы сохранить в нем дикие инстинкты. Алекс решил подождать, пока волчонок полностью окрепнет, чтобы выпустить его обратно в лес. Однажды утром, 3 месяца спустя, Алекс покормил волчонка и отвез его в лес на пышный травяной луг на полпути к вершине горы. К удивлению Алекса, волчонок отказался уходить, поэтому первое освобождение провалилось. Алекс подумал, что они слишком сблизились. Во второй раз он отвел его глубоко в горы. Зайдя в чащу, волчонок пошел впереди. Алекс мысленно попрощался с ним, развернулся и тихо ушел. Опасаясь, что волчонок пойдет за ним, Алекс спускался с горы как мог быстро, но, вернувшись домой, он был шокирован открывшимся зрелищем. Волчонок прибежал домой раньше него. Увидев запыхавшегося Алекса, волчонок, казалось, решил, что выиграл гонку и начал радостно бегать по двору. Алекс почувствовал беспомощность, но не сдался, и началась третья попытка. Он взял мешок, посадил в него волчонка, отвез его на мотоцикле в лес в 5 километрах от дома и выпустил. Он велел ему возвращаться в чащу и больше не приходить, помахал на прощание и уехал. Однако прошло совсем немного времени, и волчонок снова появился у дверей его двора. Алексу ничего не оставалось, кроме как оставить его дома и дождаться новой возможности для освобождения. Однажды утром Алекс вышел во двор кормить кур. Как только он вошел, то обнаружил, что курятник открыт, а все куры мертвы. Алекс не понимал, что происходит. Недоумевая, почему куры погибли, он поспешно позвал отца. Волчонок жил у них уже долгое время, но ничего подобного раньше не случалось. Куры были мертвы, но их никто не унес, поэтому они подумали, что кур убили не ради еды. Той ночью ни Алекс,
ни его отец не сомкнули глаз, оставшись в доме, чтобы выяснить, как погибли куры. После долгого ожидания во второй половине ночи они услышали странный шум со двора. Они тихо вышли из дома с заранее приготовленными длинными палками. Шум доносился из будки волчонка. Подойдя ближе, они обнаружили, что это Ласка. Они уже собирались вмешаться, как вдруг волчонок вышел из своего домика, гордо поднял голову и завыл. Затем он бросился на Ласку и вступил с ней в схватку. По своим размерам Ласка не уступала волчонку, но у него было преимущество, и Ласка проиграла. В итоге волчонок победил, но получил ранение, и Алексу снова пришлось заботиться о нем. Волчонок быстро поправился и еще какое-то время пожил у Алекса. Когда он полностью восстановился, они решили, что пришло время отправить его домой. На этот раз волчонок, казалось, понял добрые намерения Алекса и постепенно ушел в лес. Волчонок вернулся в дикую природу, но Алексу было трудно забыть время, проведенное вместе. 2 года спустя дела в ресторане Алекса шли все лучше и лучше. Люди часто заказывали мясо дикого кролика, поэтому Алекс стал чаще ходить в горы. Путь был недолгим, но непростым. Коротко попрощавшись с отцом, Алекс с инструментами вошел в лес. Внезапно и без всякого предупреждения пришла беда. У него за спиной раздался треск ломающейся толстой ветки, и с нее посыпался снег. Как только он обернулся, огромное дерево позади него начало падать прямо на него. Он не был к этому готов, а снег был слишком скользким, поэтому увернуться он не успел. Упавшее дерево придавило ему ноги, и боль мгновенно пронзила все его тело. Алекс обильно потел. После безуспешных попыток выбраться стало ясно. Что бы он ни делал, все было напрасно. Дерево намертво придавило его ноги, не давая пошевелиться. Время шло, и Алекс надеялся, что кто-нибудь придет на помощь, но понимал, что это маловероятно. А даже если бы его и нашли, к тому времени он мог бы замерзнуть насмерть или быть съеденным дикими животными. Алекс не мог пошевелиться под деревом в снегу, ему становилось все холоднее, и он впадал в отчаяние. Он закрыл глаза и приготовился к смерти. Вскоре раздалось несколько волчьих завываний. Алекс подумал, что у него галлюцинации, но с трудом открыл глаза, чтобы посмотреть на источник звука. Неподалеку стоял волк. В шоке и отчаянии Алекс мог только снова закрыть глаза и ждать своего конца. Долгое время стояла тишина. Затем он почувствовал, как большое дерево, придавившее его ноги, кажется, начало медленно сдвигаться. В недоверии он снова открыл глаза. Стая волков грызла ветки и оттаскивала дерево, лежавшее на его ногах. Он задался вопросом, неужели они пришли спасти его? Хотя он понимал, что вероятность этого крайне мала, в нем затеплился проблеск надежды. Один из волков увидел, что он открыл глаза, и подошел к нему. Волк быстро встал рядом с Алексом и лизнул его посиневшие от холода щеки. Это показалось Алексу еще более странным, и он подумал, что, возможно, волк счел его грязным и хотел вылизать перед тем, как съесть. Затем волк стал лизать его руки, постоянно повторяя это действие. В выражении морды волка не было никакой злобы. Алексу показалось, что глаза этого волка ему знакомы. Он вспомнил, что спасенный им волчонок был выпущен именно на этой горе. Неужели это был тот самый волк, которого он когда-то спас? Алекс почувствовал небольшое облегчение. Волк продолжал вылизывать его щеки и руки, отчего Алексу стало немного теплее. Казалось, волк пытался его согреть.
Тем временем остальные волки продолжали тянуть дерево, придавившее его ноги. После долгих усилий волкам, наконец, удалось оттащить тяжелый ствол, и Алекс вздохнул с облегчением. Его ноги онемели под тяжестью дерева. Волк, видя, что Алекс по-прежнему не может двигаться и лежит на земле дрожа, поднял голову и завыл. Все волки, находившиеся поблизости, собрались вокруг. Они легли рядом с ним, словно пытаясь согреть его теплом своих тел. Со временем Алекс согрелся, и его руки снова обрели подвижность. С трудом сев, он осмотрел свои ноги и не нашел никаких серьезных травм. Они просто онемели и не слушались, поэтому ему пришлось усердно растирать их обеими руками. После растирания к ногам, наконец, вернулась чувствительность, и он смог с трудом подняться, чему был несказанно рад. Только тогда он оглянулся назад и понял, что волки уже ушли, оставив на снегу лишь свои следы. К тому времени, как он, пошатываясь, добрался до дома, было уже почти темно, но он благополучно вернулся. Он был спасен волксями и подумал, что это, возможно, была Божья награда. Если бы он тогда не спас волчонка и не отпустил его, то в тот день, вероятно, погиб бы. В этом мире есть много случаев, когда животные отвечают благодарностью, ведь чувство присуще не только людям, но и животным.